Приветствую на канале ID90. Сегодня у нас весьма необычный ролик. Захотелось немного поностальгировать, вспомнить, как все начиналось, и ответить на вечный вопрос, какого черта я вообще полез в эти технологии. От заклепки до ЧПУ. Мой путь в мире технологий. Все завертелось в 96 году, когда в доме появилась приставка Dendy. Вместе с телевизором «Березка» на 8 каналов, причем с пультом. До этого, как и в любой нормальной семье, роль пульта исполнял самый младший член семьи. А поскольку я был единственным ребенком, отлынивать от этой почетной обязанности не получалось. У друзей такой роскоши еще не было. Поэтому дома всегда толпился народ. Рубились в контру, танчики, позже менялись картриджами. Моими абсолютными фаворитами были Контрафорс, платформеры Чип и Дейл, Черный плащ, который, если присмотреться, вообще-то был фиолетовым. И, конечно, кот Феликс с его волшебным чемоданчиком, который легким движением руки превращался в танк. Родители, конечно, укладывали меня спать строго до 9. Но стоило проснуться посреди ночи, как можно было застать их самих за теми же танчиками. Они были молоды и горели этим. Это сейчас я умный. Знаю, что Dendy была пиратским клоном Famicom, а на дворе стояла эпоха сурового постсоветского дефицита. Но тогда мы просто радовались жизни. Так и зародилась первая искра любви к технике. Правда, железо окружало меня не только экранное. Моим верным конем был велосипед Киса. Машина отличная, но с одной неизлечимой болезнью. Подшипники сыпались с завидной регулярностью. Схема была отработана до автоматизма. Бежишь на базар, покупаешь новые подшипники, летишь домой, на кухне быстро разбираешь каретку и собираешь обратно, пока во дворе пацаны не разошлись. А ручные тормоза... О, это была отдельная философия боли. По сравнению с надежными ножными, они вечно подводили, благодаря чему у меня появился богатый опыт полетов через руль. И вот, глядя на этот отремонтированный велосипед, держащийся на честном слове, изоленте и какой-то матери, я каждый раз задаюсь классическим вопросом. Как мы вообще выжили в этом детстве? Наше дворовое детство вообще мало чем отличалось от мастерской безумных инженеров из какой-нибудь фэнтези. Все собиралось из гвоздей, арматуры, свинца, карбида и подножного металлолома. По всем законам физики и магии эти конструкции работать не должны были, но они работали. Просто потому, что мы свято верили в успех. И именно там, во дворе, забивая очередную нестандартную гайку молотком, во мне и проснулся этот первобытный инженерный азарт. Эпоха персонального компьютера и первые шаги школьного хакера. Спустя пару лет, будучи в гостях, я впервые увидел Sega Mega Drive и Mortal Kombat 3 Ultimate. Для моего детского восприятия это был космос. Родители, на удивление, быстро сдались под натиском детского купи. И в 1999 году у меня появилась своя Sega. Позже я успел заценить и Sony PlayStation. В памяти ярко отпечатались Дракан и Tekken 3. Но почему-то вау-эффекта она не произвела. Мозг отреагировал на удивление спокойно. И просить ее у родителей я даже не стал. А в 3 классе у меня появился новый одноклассник. У него дома я впервые в жизни увидел настоящий компьютер на Windows 95. Поиграв пару минут, я понял, вот оно, будущее. Хотя на улице в это время еще стояли киоски с железными решетками, где через узкую прорезь выдавали джойстики от приставок. И народ рубился, стоя прямо на морозе. Массовая игровая культура только зарождалась. На 10 лет мне подарили телевизор Deo с телетекстом. Я почувствовал себя хакером информации. Наконец-то можно было получать новости и играть, не сверяясь с телепрограммой в утренней газете. В тот же период начался расцвет игровых залов, где все деньги спускались на драйвер, Crazy Taxi и медаль за отвагу. Но настоящий перелом наступил в 2003-2004 годах. Сначала друг познакомил меня с первой цивилизацией на динозавре с DOS и горизонтальным системным блоком. Я пропал. На мою робкую просьбу «купи» родители резонно ответили: «Сынок, он стоит как крыло от самолета, придется подкопить». Через пару месяцев у знакомых отца я увидел казаков под Windows 95. Родители поняли, что от прогресса не спрятаться, и пообещали подарок на день рождения. И вот наступил тяжелый для семьи 2004 год. Больницы, неопределенность,
стресс, но компьютер мне все-таки подарили с опозданием на пару месяцев. Это был системник на базе процессора AMD Duron 1200, 128 мегабайт оперативной памяти и жесткий диск на целых 40 гигабайт под управлением Windows XP. Тогда каждая докупленная плашка оперативки ощущалась не просто как деталь, а как апгрейд космического корабля. Спойлер из взрослой жизни. Только спустя годы я понял, что этот агрегат был куплен в кредит, который семья выплачивала целый год. Наверное, так и проявляется родительская любовь. Они делали для меня все возможное и невозможное, даже когда я об этом не просил. Компьютер охранялся как золото в швейцарском банке. Устанавливать программы самому категорически запрещалось. А поскольку опыта не было ни у кого, каждое системное окно переводилось через потрепанный словарь. Все панически боялись слета с системы, потому что вызов специально обученного человека стоил безумных денег. Правда, в комплекте шла книга «Персональный компьютер». Я прочитал ее залпом и вынес главное правило жизни. Можно смело нажимать все подряд, взорваться не должно. У друзей компиков почти не было. Пересчитать можно было на пальцах одной руки. Игры доставали кто как мог, а выручал пишущий CD-ROM и священная программа «Алкоголь 120%». За год я стал уверенным пользователем, а помог мне в этом сисадмин Кирилл с маминой работы. Представьте картину. Темный кабинет крупного предприятия, прокуренный насквозь. В углах висит паутина, а за столами сидят суровые мужики. Мне 14, им пожившие 20 лет. Поскольку софт на заводе должен быть лицензионным, в день X, когда у Microsoft Office истекала лицензия, я шел хвостом за Кириллом по всем цехам и молча сносил Word, заменяя его на OpenOffice. Так у меня появились не только полезные навыки, но и целая коллекция дистрибутивов и программ сомнительной, но полезной легитимности. В 2005 году в школе появилась информатика. Основы я уже знал, поэтому на уроках мы с пацанами резались в Counter-Strike 1.5 по локалке. Учитель поначалу молчал, но потом решил включить строгого директора. Мы отреагировали мгновенно, бунт на корабле. Пока он вышел из класса, мы зашли под учеткой администратора на его же ноутбук, сбросили пароль и поставили свой. Возвращается учитель, пытается войти, а система говорит ему твердое «нет». Пришлось вести переговоры. Сошлись дипломатично. Уроки шли спаренными, поэтому первый урок мы паиньки учим предмет, а второй законно рубимся в контру. Так началось изучение алгоритмов, блок-схем и языка программирования. Паскаль в компиляторе Turbo Pascal. Знания впитывал как губка, и вскоре меня отправили на Олимпиаду. Курьезно, но ответственным за проведение Олимпиады был мой школьный учитель информатики. Увидев меня, он сразу подошел и сказал: «Иди домой, мы этого еще не проходили». Но обладая интернетом уже в 2005 году, я знал гораздо больше школьной программы. Итог. 3 место, мощный прилив уверенности в себе и корона на голове подростка. При этом я не был ботаником, просто математика и химия давались легко, благодаря хорошим преподавателям. Как говорили учителя, у него аналитический склад ума, или просто шило в одном месте. Инженерный беспредел и университетские байки. В университете я продолжал изучать Паскаль и создание первых программ, хотя уже тогда не понимал, зачем мы учим устаревающий язык, если C во всем был лучше. Но таковы были стандарты образования, а у системы были свои планы. Отучившись на бюджете, я перевелся на заочку, параллельно строя карьеру на производстве. И в 23 года уже держал диплома инженера машиностроительного факультета. Любимыми предметами были вышка, химия, сопромат и материаловедение. Последние вели 2 гениальных преподавателя. Женщина читала теорию, а мужчина принимал практику через чистый спорт и безумие. Задача. Дают металлическую заготовку, бабышку, 30 на 30 мм. Ее надо правильно отпустить в печи и сжать прессом до минимума, вписавшись в жесткие инженерные допуски. Преподаватель объявил это соревнованием групп. Наша группа победила не умом, а инженерной смекалкой. Пара самых тяжелых парней залезли прямо на станину пресса для веса, а остальные надели полуметровый кусок водопроводной трубы на ручку и дожали железку силой рычага и какой-то матери. Но главный жизненный урок
Преподнес экзамен, который провалили все. Преподаватель показал заклепку с трещиной и спросил, можно ли ее применить. Аудитория разделилась на два лагеря, с пеной у рта доказывающих «да» и «нет». А преподаватель сказал фразу, которая врезалась в память навсегда. Вы будущие инженеры, и ни один из вас не догадался задать самый главный вопрос. А где ее применять? На крыло самолета? Нельзя. А вот на спинку лавочки в деревенском парке идеально. Простоит еще 100 лет. С тех пор я уяснил главное. Надо уметь задавать правильные вопросы. Карьера пошла по классике цехового хардкора. Начал с водителя. Через пару месяцев штатный бригадир ушел в классический запой, а меня, как непьющего и шустрого паренька, поставили на его место. Еще через полгода запил мастер цеха. У него был график работы стабильнее швейцарских часов. Дали зарплату, неделю пьет. Деньги кончились, неделю работает. Терпеть этот круговорот было бессмысленно, и в 19 лет я уже стал мастером производственного цеха. А в 23 года, ровно за неделю до защиты диплома, я уже знал, что завтра сажусь в кресло начальника цеха. Дипломную работу я защитил на отлично, с отличием. Там же началась моя борьба с бумажной бюрократией. Отчеты, заявки, расчеты раскроя металла. Сидеть с калькулятором было физически больно. Я сел и написал свой первый скрипт в Excel. Вбиваешь размеры деталей, и таблица сама выдает идеальный раскрой с минимальными отходами. Позже программисты переписали этот код по-умному, но сама логика осталась моей. Бумага официально пала перед автоматизацией. Позже были другие предприятия и должности, вплоть до начальника производства. Но в цехах у станка мне всегда было интереснее, чем за бумагами в кабинете. Паяльник, Linux и восстание машин, своих собственных. Тем временем паяльник, купленный в 20 лет, просто чтобы был, года 3 скучал в коробке, пока не сгорели задние фонари на моей первой машине. 6 проводов на плату. Не зная автомобильной электрики, я завел блокнот, аккуратно записал порядок проводов по цветам. Желтый, зеленый, коричневый. Отпаял, вставил новые платы и припаял обратно. И тут столкнулся с жесткой реальностью. Оказалось, что проводов каждого цвета было по 2. Припаял надежно, но неправильно. Зато сам процесс пайки меня заворожил. Решил, что нужно собрать что-то полезное. Выбор пал на радиоприемник. Собирать банальные мигалки или мультивибраторы не хотелось. Не было практического смысла. А открыв более сложные схемы, я смотрел на них, как на иероглифы. Пришлось за короткий срок изучить физику и устройство электрической цепи, чем отличается резистор от конденсатора и как на схеме выглядит транзистор. Накупил детали на радиорынке, собрал макетную плату, намотал катушки на сверла, включаю, тишина, мертвая издевательская тишина. День второй. Еду на рынок снова, закупаю все заново, собираю, в динамике появляется мерзкий гул. Уже прогресс, но мультиметра нет, разобраться в схеме не могу. На третий раз, выслушав мат бывалых радиолюбителей на заводе и пообщавшись с Гуглом, я понял, у меня банальный непропай. Выпаял все к чертям из 2 плат и в 3 часа ночи собрал третий вариант, аккуратно, проверяя каждый миллиметр. Включаю, и как оно заорет на максимальной громкости. Радости были полные штаны, чего нельзя сказать о спящих домочадцах. Первое радиоустройство покорилось. Так началась эпоха пайки. Выбирал схему, ехал на базар, брал компоненты и вечером сидел за столом. Потом в поле зрения попала Arduino. Закупил платы, датчики, гироскопы. Сначала бездумно повторял чужие ролики с Ютуба, но аппетит приходит во время еды. Со временем росла потребность дорабатывать устройство под себя. А главной преградой стало отсутствие знаний языка C++. Пришлось учить программирование с нуля под конкретные инженерные задачи, чтобы облегчить себе труд. Параллельно в 2014-2015 годах в жизнь вошел Linux. Начинал с Linux Mint 17, просто из любопытства, чтобы понять, почему пингвиноводы вечно улыбаются. Понял, затянуло. Когда C++ стал казаться избыточным для бытовых задач на производстве, на сцену вышел Python, пара книг, вечер практики, и вот я уже автоматизирую все, до чего дотягиваются руки, от систем контроля доступа до интеграции скриптов прямо в станки. А венцом этого безумия стала разработка полноценного ЧПУ станка под моим руководством.
Полный цикл от чертежей до компоновки узлов, до подбора моторов, поворотного стола и написания софта, который заставляет эту махину выполнять десяток операций без участия человека. Заключение. Зачем вообще была эта история? Оглядываясь назад, я понимаю простую вещь. Технологии несут пользу только тогда, когда автоматизируют рутину и освобождают время для действительно важных вещей. Тогда же пришло и понимание ценности чужого труда. Проекты с открытым исходным кодом позволяли мне бесплатно вырасти из паренька с паяльником в инженера. Именно поэтому я всегда топлю за то, чтобы благодарить авторов крупного софта и железа за их работу. Ведь именно благодаря им такие самоучки, как я, смогли изучить анатомию железа и программирование. Мой мозг по-прежнему требует постоянной подпитки и технической поддержки. Я знаю, что этот автобиографический выпуск сильно выбивается из привычных технологических обзоров канала, но давайте воспринимать его как большое знакомство и волну ностальгии перед будущими техническими проектами. Дальше будет только интереснее. С вами был ID90. Увидимся в новых видео.